Здравствуйте, друзья! Решила показать вам цветение штамбиков этого года. Прививка была летом в прошлом году. У меня есть видео по уходу за такими штамбами уже. Весной я снимала. В описании под видео дам ссылочку на это видео. Вот это сорт балерина. Прививала я 3 почками. Высота тут роза уже выше меня ростом. Штамбик был высокий. Вот так вот выглядит. Здесь, к сожалению, осталось 2 прививки, потому что вчера у нас был очень сильный ветер. И вся беда штамбов в том, что ветром может что-нибудь да выломать. Вот смотрите. Вот она, одна прививка. Тут даже, по-моему, 5 стволиков от этой прививки. А вот это была 3-я. Но, к сожалению, сегодня утром я обнаружила, что она у меня лежит на земле. Тоже было 5 веточек. Смотрите, она уже цвела. В общем, что делать в таких случаях, когда у вас тоже случаются такого рода неприятности, что-то случается с прививкой, остается 1 прививка или 2. В этом случае просто правильной формировкой мы можем добиться уже в следующем году, что у нас будет красивая, округлая, выровненная крона. Как это делается? Это делается простой обрезкой. Когда вот эти цветы отцветут, я вам покажу. Отдельное видео, наверное, сниму про то, как правильно обрезать такую розу, потому что, как видите, штамбик сейчас, ну, он как бы не однобокий, но вчера он был намного пушистее. Следующий штамбик у меня розочка Альберих. Она миниатюрная, поэтому штамбик выбрала я маленький, невысокий, около метра получается розочка. Тут тоже 3 прививки. Сейчас он вот так только зацветает. Здесь все хорошо, потому что кусты большие барбариса закрывают штамб. Ничего не сломалось. Вот все то же самое. От каждой прививки при правильной формировке и прищипке отходит несколько стволиков. И вот так вот они уже зацвели. Здесь на розе в течение лета обязательно смотрим поросль на стволике. Удаляем, если появляется. И внизу чаще всего тоже может вырасти вот такой вот шиповник. Его тоже нужно удалять. Удалять с пяточкой вот так, чтобы в дальнейшем он не появился снова. К сожалению, это вообще со штамбами такая история. Постоянно будет лезть отсюда подвой. С этим ничего не сделаешь. Периодически нужно проверять и удалять. Но это несложно, если вовремя заметить, чтобы у вас потом была вот такая красота. Это еще один молоденький штамбик розы Анжела. Покажу вам поближе его. Он только начинает зацветать. Выгнал бутончики на концах побегов. Немножко припаздывает с цветением. Я сейчас объясню, почему. Видите, сколько у него побегов. Ему я прищипку делала 3 раза. Для того, чтобы выгнать большее количество побегов. Для чего я это сделала? Для того, чтобы прививочка у меня получилась всего 1 из 3. 2 почки не проснулись, к сожалению. Вернее, они перезимовали, вон на них видно. Они зелененькие, но почки до сих пор спят. Уже мало надежды на то, что они проснутся. Такое тоже бывает. А вот эта вот шапочка, такая вот крона, она формируется всего лишь из 1 почки. Сейчас я вам ее покажу поближе. Вот она.
Единственная почечка, от которой пошли побеги. И путем многоразового прищипывания я добилась вот такого кущения. Если бы я этого не делала, розочка бы зацвела у меня раньше. Но побегов всего было лишь бы 2 или 3. В лучшем случае 3. А сейчас видите, как она образовала такую же шапочку, достаточно пышную. И дальнейшей потом обрезкой мы из одной всего лишь почки на штамбе сформируем красивый, ровный, округлый куст.